Прекрасный вид, не правда ли? Но еще прекраснее он становится, когда понимаешь, что это вид из окна твоего дома. Не видите дома? Вот же они, просто это дома на колесах. А этот домик наш. Что, друзья, мы сейчас на пляже, на котором закончилась наша предыдущая серия, и в этом месте мы провели целых 4 дня. Просто потому, что здесь невероятно красиво, очень уютно, а самое главное, что здесь очень удобно стоять в доме на колесах, потому что земля ровная, виды просто шикарные, море прямо под боком, и погода солнечная, то есть аккумуляторы заряжаются, просто все прекрасно. Но мы двигаемся дальше, потому что мы хотим еще больше посмотреть пляжи Сетонии. Познакомившись с местными, они нам сказали, что мы приехали в очень удачное время, потому что летом, начиная где-то с мая, с июня, людей здесь просто тьма, не протолкнуться, а сейчас только мы и еще 2 кемпера. Все, больше никого. На 2,5 километра ни единой души. И даже в этих домах, которые за моей спиной, никто не живет, потому что, судя по всему, здесь живут только за счет туризма, и все эти домики сдаются в аренду. А сейчас все закрыто. И даже магазины, которые мы находили на Google картах, они закрыты. Туры на Афон также стартуют отсюда, что удивительно, но они тоже закрыты. А ближайший магазин отсюда в 8 километрах на другой стороне острова. Но ехать туда довольно быстро, всего минут 10, наверное. Но виды, конечно, здесь невероятные. Ну а мы двигаемся дальше, в сторону, вглубь полуострова Сетонии. И следующий наш пляж должен быть похож на Сейшелы по отзывам. Как будет на самом деле, я не знаю, но поехали исследовать. Но сначала решаем бытовые вопросы, ведь жизнь в доме на колесах – это не только путешествие. Наполняем воду в наш автодом, а наполнить их можно в абсолютно любой точке, практически в любом городе они есть, и это все абсолютно бесплатно. Наполняем мы с помощью вот таких вот пакетиков. Объем каждого по 10 литров, поэтому приходится ходить туда-сюда, туда-сюда, раз, так, сколько? 10, наверное, потому что объем нашего бака 100 литров, которого хватает на 1,5 недели. Сказать, что это бесплатно, можно лишь условно, ведь местные котики требуют оплату в виде еды и ласки. Вот теперь можно исследовать Сетонию. И первый пляж, куда мы отправляемся, это Кариди-Бич. Он находится всего в 10 минутах езды от нашего предыдущего места стоянки. Поговаривают, что он похож на Сейшелы за счет своего белоснежного песка и бирюзовой воды. Я на Сейшелах никогда не был, поэтому, если вы были, можете написать в комментариях. Самое прекрасное на этом пляже то, что здесь есть огромная площадка, где можно стать на машине. Причем как в тени деревьев, так и под палящим солнцем. С этим пляжем есть деревушка, в которой можно арендовать лодку, чтобы сплавать на ближайшие острова, которые здесь. Ну, рукой подать можно даже и вплавь самому сплавать. Но сейчас, как я уже говорил, март, нет туристический сезон и все закрыто. И не только места прокатов лодок, но также еще и магазины, сувенирные лавки и все остальные, и все дома, в принципе, которые здесь есть, они сдаются в аренду, и местных здесь практически нету. Кстати говоря, видите эти плоды на кустах? Это опунция, и ее можно есть. Но будьте осторожны, если вы решитесь ее попробовать. У нее очень маленькие колкие иголки, которые легко вонзаются в кожу. В последний раз, когда мы ее ели, нам потребовалась неделя, чтобы избавиться от всех иголок. Ведь они были везде, на руках, на лице, и что самое удивительное, даже в ногах. Отсюда, кстати говоря, еще больше открывается вид на Афон, и он выглядит просто величественно. Неудивительно, что люди считали его каким-то святым, потому что это огромная гора посреди моря. Она просто реально гигантская. Даш, а сколько раз за поездку по Халкидикам ты сказала, что ты хочешь остаться здесь жить? Вот видите, насколько красиво. Каждый пляж, и Даша говорит, давай останемся здесь жить, давай построим здесь дом. Вот все, я нашла свое место. Прям тут на камне, да. А мы только начали наше путешествие. А как же другие страны? Все, она хочет тут. Я ей говорю, это не кемпер, это кафе, которое закрыто и, видимо, готовится к пляжному сезону. Симба! Это все может быть твоим.
Да уж, Кариди-Бич — отличное место, чтобы провести время с семьей. Белоснежный песок, восхитительные виды, уютные бухты и чистота вокруг делают это место прекрасным. Но я даже представить себе не могу, что здесь происходит, когда начинается туристический сезон. Но не переживайте, Кариди-Бич не единственное место на Сидонии, похожее на Сейшелы. Я бы даже сказал, что все восточное побережье полуострова похоже на Сейшелы. Как, например, еще один пляж в 30 километрах от предыдущего. Это скалы Кавуротрипес. Ну что же, мы приехали на еще один пляж, его также называют греческими Сейшелами, и по факту получается так, что мы уже видели два пляжа, которые называют Сейшелами. Но, честно говоря, первый пляж нам понравился больше, потому что здесь чуточку больше мусора. Это первое. Второе, сложно ровно поставить машину, потому что здесь очень крутые склоны, когда буквально 20 километров назад там огромная, просто ровная площадка среди леса. Также здесь очень много каких-то баров, но все они пока закрыты, какие-то полузаброшенные, и выглядит это немножко печально. Да и вообще, в принципе, все халкидики, они, с точки зрения природы, они выглядят божественно. Здесь вот вообще не к чему придраться. Но с точки зрения инфраструктуры и жизни, то, что мы проехали сейчас половину Сидонии практически, все закрыто. Вообще все. Сейчас март месяц, 18 или 19 марта на календаре. Не работают ни магазины, не работает половина заправок, не работает ни рестораны, ничего не работает. Видимо, город оживает, и вообще все эти полуострова оживают только тогда, когда сюда приезжают туристы. Поэтому вне сезон сюда можно ехать только, чтобы найти просто уединение с природой. Но никаких активностей здесь, ничего такого нету. Лодку не арендуешь, дайвингом не позанимаешься. Ничего нету. Просто как будто все умерло. Но виды, конечно, божественные. Тут вот это, конечно, все перекрывает. Единственные лодки, которые здесь плавают, это рыбацкие лодки. Но когда едешь вдоль побережья, уже заметно, как на халкидиках готовятся к приезду туристов, потому что многие люди приезжают в свои дома, которые они сдают в аренду, начинают косить газоны, начинают подготавливать дома, красят их. В общем, видимо, скоро, где-то со середины апреля, может быть, с апреля, халкидики оживут, и сюда действительно стоит приехать и просто прочувствовать вот этот вот греческий вайб, когда ты можешь заняться огромной кучей активностей, видимо, поплавать на лодке, заняться дайвингом, виндсерфингом. Здесь просто, здесь можно заниматься всем, мне кажется. И с таким красивым видом, круто. Я думаю, если бы здесь была жизнь всегда, даже в декабре, в январе, то это отличное место, чтобы построить свой дом. Это что самое грустное. Это прощаться. И неважно, с людьми или с животными. Вот так вот мы стоим здесь, и тут такая милая собачка. Она нас сегодня утром сводила на хорошую обзорную экскурсию по достопримечательностям вокруг, на какой-то секретный пляж. А теперь нам надо прощаться с ней. Пока. Коротко про Грецию. Это когда ты едешь по навигатору, и создается впечатление, что ты посреди археологических раскопок. Судя по всему, мы нашли какой-то город, который то ли не достроили, то ли он когда-то здесь был. Ощущения здесь, конечно, невероятные. Такое чувство, что ты попал в какой-то мультик «Астерикс и Обеликс». Потому что, мне кажется, виды рисовались как раз-таки отсюда. Это место называется проект Криаристи, и выглядит оно как город-призрак. Здесь лабиринт из дорог, многие из которых ведут в тупики. Есть все коммуникации, электричество и мосты, но нет ни одного жилого дома. Прикол этого места в том, что здесь очень много улочек, которые все похожи друг на друга, потому что здесь ничего не построено. И, кажется, мы потеряли нашу машину. Я не знаю, где она. В поисках машины мы блуждали около получаса. И, наконец... А вот и наша машина. Мы ее нашли. Когда едешь по Сидонии, то ты просто невольно останавливаешься практически каждые 100 метров, потому что пейзажи, они невероятные, они восхитительные. Здесь тебе и типичная Греция, и вплоть до Норвегии. Блин, тут прям
фьорд небольшой. И там даже ловят рыбу. Очень круто. Пейзажи просто невероятные здесь. Если помните, в первой части нашего путешествия по Халкидикам я рассказывал, что на Ситонии очень много хайков. И вот мы решили отправиться в один из них, на поиски какого-то красивого места. Кажется, что в Греции куда ты не пойдешь, дорога всегда будет пролегать через оливковые рощи. Жаль только, что сезон оливок был с января по февраль, или с декабря по февраль. И в марте их уже не попробовать. Немного не успели, да. На нас только что напали местные псы. Идем тискаться. Ну чего ты, ну иди. Я чесала за ушко. Самое главное от них не убегать и просто сделать как можно более высокий голос и кричать «Привет, привет! Калимера, Калимера!» Тискаться и жалеться. Тогда они от вас отстанут и, может, даже дадут почесать за ушком. Что, Даш, ты, как обычно, в своем репертуаре Так мало. нашла черепаху огромную. Смотри, какая. Ты слышала? Сделала? Он напихается. Он напихается. Природа Ситонии, конечно, восхитительна. Пока мы шли, мы встретили огромную игуану, Даша нашла черепаху. Блин, ну очень круто. Это мои палки, отдай. Твои вон там лежат. Всего полчаса пути с нашего последнего места стоянки. Час. Ладно, пусть будет час пути с нашего последнего места стоянки. И мы, ну, прям, наверное, на самом краю полуострова Ситония. Здесь открывается невероятный вид на море, на залив, на скалы. Ой, самое то место, чтобы устроить пикник. Правда, мы ничего не взяли, кроме бухла. Ну, кроме апероля И спрайта. и спрайта. Но что имеем? А что ты делаешь? Ты снимаешь? Да. Идем в сторону дома, и все мысли Даши не о том, как мы классно сходили, не о том, какие здесь прекрасные виды, а о том, как бы найти черепаху, приручить ее и забрать с нами в путешествие. Чтобы найти черепаху, надо думать как черепаха. Примерно за полчаса мы добрались до нашего дома, мы оставили его вот на такой парковке, ну как парковке, на пляже, окруженном скалами. Здесь даже можно найти землю, которую продают, но ближайший магазин здесь километрах в 50, наверное. Поэтому как место для жизни, я думаю, это не очень хорошее место. Но зато как место для дачи очень крутое. А мы отправляемся дальше исследовать Ситонию. И следующая точка на нашем пути – городок Неос-Мармарис. Это, наверное, один из самых крупных городов на полуострове Ситонии. И здесь, в отличие от всего вокруг, хотя бы что-то, но открыто. И даже есть какие-то туристы. Видимо, забрели сюда так же, как и мы. Доброе утро, друзья! Мы проснулись в деревушке Неос-Мармарис. Это, как я уже сказал ранее, самая большая деревня или город на территории Ситонии. И мы проснулись вот с таким замечательным видом. Мы заночевали в порту. Здесь можно поставить машину на зарядку, здесь можно набрать воду. То есть вообще отличное место. Да, и можно набрать даже питьевую воду. А проснулись мы сегодня в 7 утра от звона колоколов и старта рыбацких лодок. Потому что рыбаки в это время выходили в море. Но, блин, это было так здорово, проснуться в 7 утра под весь этот шум. Мне понравилось.
Этот городочек очень уютный, тут очень много белых домов с красными крышами. Такой тихий, и после всего путешествия по Сетонии сюда попадаешь как в какую-то цивилизацию на самом деле, потому что здесь хотя бы какие-то есть люди и хотя бы что-то, но открыто. Сетония богата не только своими оливковыми плантациями, но также и виноградными плантациями. Здесь вдоль всего побережья их очень много, а в местной деревушке, вот в этой Неос Мармарис, можно попробовать домашнее вино, которое как раз-таки с этих плантаций. Прикольно, очень много всяких вывесок, мол, home white wine, local wine. Мы прогулялись по всей набережной, и здесь очень много кафешек, практически в каждом доме есть кафе, но открыто из них только 10%. Вчера, когда мы говорили с местным поваром, который приготовил нам прекрасный ужин, он сказал, что у них сезон начинается примерно в середине мая, начале мая, сразу после Пасхи. То есть это еще очень не скоро. Не знаю, как здесь в туристический сезон, но сейчас такое ощущение, что ты приехал к бабушке в деревню, но только эта деревня на берегу моря. Здесь можно встретить гусей, гуляющих по городу, уток, коз, которые просто ходят где попало, и практически нет людей. Круто. У них один мозг на двоих, походу. Шо, Анапа, завидуешь? Завидуешь? Лежит, отдыхает здесь, чилит. На музыке не Анапа, а Кост. С таким прекрасным видом. Когда я назвал этот город деревушкой, я очень сильно ошибся, вы уж меня извините, потому что здесь население 95 тысяч человек. Но ощущение складывается очень-очень уютного города, такого маленького, наверное, за счет своих построек, потому что высота домов здесь не превышает 2-3 этажей. И за счет этого это выглядит как, ну, такой очень уютный и небольшой городочек. У них даже есть собственная баскетбольная площадка, причем довольно большая и в хорошем состоянии, прямо на берегу моря. Кажется, я знаю, чем они вдохновлялись, когда ее строили. Если вы окажетесь в Неос Мармарис, настоятельно рекомендую заскочить сюда, потому что здесь просто божественно готовят, и цены очень низкие, поэтому наш рекомендацион. А мы отправляемся на последний полуостров Халкидик, Кассандру. И, конечно же, не без приключений. Как я и говорил, путешествовать на старых машинах весело, но недолго. У нас порвался ремень генератора прямо на трассе. Я его более-менее срезал, мы дотянули до какой-то заправки, ну, благо, я заранее купил еще один ремень генератора, и сейчас мы будем его ставить. Но такие путешествия, да, требуют серьезной подготовки, и всегда надо иметь с собой какой-то набор из запчастей. Ну вот, новый ремень на месте. Осталось найти ремень гидроусилителя. Благо, они продают почти на каждой заправке. Можно ехать. Ну вот, все готово. Теперь можно двигаться дальше. И одно из главных правил ванлайфа — это знать, как устроена твоя машина, иметь с собой запчасти и уметь все делать своими ручками. Потому что, как мы узнали, сегодня и завтра выходные в Греции, а это значит, что все закрыто. И если бы у нас не было с собой запчастей, я не знал, как это делается, мы бы застряли где-то на трассе на 3 дня. Итак, мы приехали на Кассандру. Это считается вообще самым первым пальцем, но для нас и нашего путешествия по Халкидикам он последний. Вообще Кассандра — это про пляжный отдых и вечеринки, что нам не очень интересно. Но один городок мы не могли оставить без внимания. Это город Афитос. Сам город расположен на возвышенности, что открывает великолепные виды на залив. А закаты здесь особенно красивы и являются одной из причин, почему многие туристы стремятся посетить это место. Виды здесь открываются, конечно, просто невероятные. Вот тебе Сетония, там продолжение Кассандры, пролив между Сетонией и Кассандрой. Просто очень крутой городочек, весь каменный, такой уютный, вот прям древнегреческий, я бы сказал. Здесь, мне кажется, я прям влюбился в каменные дома. Наверное, я хочу себе в будущем построить дом из камня, хоть это и будет очень дорого, но это, конечно, круто. Не знаю почему, но я на секунду словил себя на мысли, что Афитос мне чем-то напоминает Львов. Он тоже такой вот каменный, и бары здесь практически на каждом углу. Разные кафешки, бары. Ну, вот очень похоже. Вот этот дом — это прям вообще какой-то прикол. Здесь на нем висят раковины, ракушки разные. Мне кажется, что все они были выловлены в соседнем море. И что-то мне подсказывает, что через пару лет
Даша будет заниматься примерно тем же. Она будет притаскивать домой раковины и говорить: я хочу их повесить на наш дом. Это нам надо. На Халкидиках, конечно, прекрасно все. Единственное, чего мне не хватает, это, наверное, жизни в нетуристический сезон, потому что людей практически нет. И, видимо, инфраструктуры, потому что за все время нашего путешествия я не встретил ни одной автобусной остановки, вообще никакого общественного транспорта. То есть единственный вариант перемещения по Халкидикам и по этим полуостровам, видимо, это только на собственной машине. И все. Ну что же, наше путешествие по Халкидикам подходит к концу. И что же хочется сказать? Самой близкой по духу и природе для нас стала Ситония со своими скалистыми берегами, белоснежным песком и бирюзовой водой. Но вне сезон здесь практически ничего нет. После Афитоса мы отправились в Салоники, где сделали большое обновление для нашего бадика. Восстановили и покрасили крышу своими руками и установили маркизу. Про это Даша подробно рассказала в своем инстаграме и в шортсах. Впереди нас ждет длинная дорога в сторону Олимпийских игр в Париже, через острова Италии и Франции. Но это мы расскажем в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, и до новых встреч!